Всех приветствую! Вы на канале Lovecraft. Хочешь узнать, как из хлама сделать топовую самоделку? Сейчас тебе все расскажем. Эй, котяра, тащи эскиз. Для этого тебе понадобится совсем немного материала. А именно, пару листов металла 8, 4 и 1,5 мм. Деревянный брусок и щепотку различных болтиков. Ну и конечно же эскиз. QR-код для его скачивания ищи где-то на видео. Еще понадобятся 2 прямые руки и 2 пушистые лапки. Из 8-мм фольги нужно вырезать 3 этих детали. Лезвие, основание рукоятки и курок. Поможет нам в этом искрящая женщина из Болгарии. При работе с электроинструментом не забываем про защиту глаз. Берем напильник в руки, музыку в уши и доводим деталь до нужной формы. Черновая обработка закончена. Прихватил эти детали сваркой. Дополнительно они будут крепиться клепками. Сделал кровосток на лезвии и зачистил все детали. Делаю предварительную сборку и по шаблону сквозь все детали просверливаю отверстие для предохранителя. Как говорится, красота кроется в деталях. Поэтому приварил декоративные элементы. В дальнейшем на них сделаю насечку с помощью надфиля. При помощи травления металла сделал углубления и надписи. Кстати, как я таким способом делал рисунок на зажигалке, смотри на моем канале. Из деревянного бруска буду делать щечки для рукоятки. Oh my. Микеланджело как-то сказал, чтобы создать шедевр, нужно отсечь все лишнее. Этим сейчас и займемся. Для более гармоничного и законченного вида рукоятки сделаю на деревянных щечках насечки. Инструмента для чекиринга у меня нету, поэтому буду делать насечки ножом и надфилем. В центре рукоятки будет декоративный элемент в виде металлической полусферы. Делать ее буду из мебельного болта. Покрыл детали морилкой и пропитал маслом. Красота же! Думаю, заслуживает подписки. И этого, как его? Кот, что там нужно обычно под видео ставить? Точно, ставь лайк, порадуй кота. Нарезал резьбу и соединил все детали болтами М3. Чернил при помощи жидкости для холодного воронения. Но можно их было просто нагреть и опустить в масло. У меня произошла телепортация в масло. Телепортация в масло, регенерация колбасы. Предохранитель работает по принципу расклинивания и фиксируйте с обратной стороны стопорным кольцом. Предохранитель подпружиненный, в нижней его части установлена пружинка от зажигалки. После воронения прошелся по всем деталям с жесткой стороной губки. Это придало интересный цвет и эффект состаривания. В нижней части лезвия установил металлический шкант из гвоздя, а в курке сделал под него отверстие. Это послужит дополнительной фиксацией самого лезвия в рукоятке ножа. Отношу все детали на согласование с мастером и приступаю к окончательной сборке.
Троекратный взмах хвоста мастера означает, что все в порядке. Детали прошли технический контроль. А значит, вооружаюсь отверткой и собираю все детали воедино. Этот нож разборный. Клинок сделан из мягкой стали, поэтому он не подпадает под УК РФ, а служит лишь для декорации и украшения интерьера. Ну вот и все, очередной мой проект завершен. Получился он топовым или да? Пиши в комментарии.